Всем привет, друзья! Мы продолжаем наше путешествие в первый год 21 века, и сегодня вас ждут самые интересные события из 2001 года. Сегодня в обзоре удивительные события со всего мира, легендарное кино и мультфильмы, спортивные скандалы, японские тренды в России, кто катается по стране в бронепоезде, продолжение террористических атак на США, музыка, компьютерные игры и немного политики — это и многое другое прямо сейчас. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, прибавляйте громкость, ключ на старт. Поехали! Новое политическое движение набирает силу в Европе. Антиглобалисты были известны и ранее, но в 2001 году лидеры Европейского Союза всерьез услышали о них. Летние саммиты Большой Восьмерки проходят неспокойно. Антиглобалисты выходят на улицы, и их не просто маленькая кучка, их много тысяч. Люди возмущены политикой европейских стран и экспансией мировых брендов, которыми владеют транснациональные корпорации, уничтожая самобытность, уникальность территорий и людей, живущих на них. Беспорядки на улицах Гетеборга и Генуи, где проходят форумы лидеров ведущих европейских держав, пытаются успокоить полицейские. К сожалению, безрезультатно. Антиглобалисты громят витрины, поджигают магазины. Их лозунг простой: «Не дадим превратиться миру в одну большую потребительскую Америку», и он очень близок к сердцам европейцев. В 2001 году антиглобалисты заявили о себе во весь голос, что, впрочем, не помешало мировому правительству продолжить наступление на страны мира и на их культурные многовековые традиции. Югославию продолжает лихорадить. 28 июня бывшего президента Югославии Слободана Милошевича вывозят из страны под конвоем в Гаагу и передают в руки Международного трибунала, как военного преступника. Это стало возможным после того, как Милошевич проиграл президентские выборы в стране и лишился государственной неприкосновенности. Многие жители страны возмущены. Как же так? Что за предательство? Впоследствии оказалось, что новое правительство Югославии в обмен на получение кредитов выдала экс-президента западным странам. Слободан Милошевич во время процесса вину не признает и презрительно относится к своим судьям. Гаага в дальнейшем сыграет трагическую роль в судьбе политика. Он уйдет из жизни в заключении побежденным, но не сломленным. Мы мирные люди, но наш бронепоезд стоит на запасном пути. Эти строки революционной песни надолго запали в душу северокорейскому лидеру Ким Чен Иру. Летом 2001 года он совершает официальный железнодорожный визит в Россию на своем бронированном поезде, срывая планы российских отдыхающих, так как расписание движения поездов подстраивается под лидера Северной Кореи. Вождь КНДР прибывает в Москву и первым делом возлагает венок к мавзолею Ленина, как последний приверженец марксизма-ленинизма в мире. Социалистическая Куба не в счет, она слишком далеко. Визит корейского лидера надолго запомнили граждане нашей страны, которым пришлось срочно менять планы своих отпусков и поездок. Неизвестные рассылают по почте людям письма со спорами смертельной болезни – сибирской язвы. В Америке есть первая жертва – некий пожилой американец Роберт Стивенс. В редакции известных американских газет сенаторам Конгресса массово приходят конверты со зловещим белым порошком. Почтовая служба США немедленно закрывается. Паника у простых жителей страны. Никто не хочет получать корреспонденцию, родственники звонят друг другу по телефону и просят не отправлять им письма и бандероли. К концу года писем с порошком больше нет. Странная история заканчивается ничем. Кто отправлял эти письма, для чего? Секрет. Спецслужбы продолжают свою работу, но порадовать результатами расследования пока не могут. В 2007 году ФБР прольет свет на эту историю. Об этом мы обязательно расскажем вам в следующих выпусках. Содом и Гоморра в центре Европы дожили. Мир сошел с ума. Заголовки европейских газет в 2001 году просто кричали от возмущения.
Кто-то, наоборот, шутил, ведь новость о легализации однополых браков в Голландии пришлась именно на День дурака. Но новость оказалась чистой правдой. 1 апреля в Нидерландах стали регистрировать первые в мире однополые браки. С этого дня в ЗАГСы страны могли заходить не просто жених с невестой, а, к примеру, жених с женихом или невеста с невестой. 23 марта 2001 года случилось то, чего так долго и с опаской ждали. Российская космическая станция «Мир» успешно выведена с орбиты и затоплена в Тихом океане. Все домыслы панически настроенных европейцев о том, что станция рухнет на Париж или Рим, не оправдались. Станция благополучно упала в океан рядом с островом Фиджи. Так закончилась великая космическая эра СССР, государства, которое исчезло с карт мира в 1991 году. 4 октября пропадает с радаров самолет авиакомпании «Сибирь», совершавший рейс Тель-Авив-Новосибирск. Обломки самолета обнаружены в Черном море. Весь экипаж и пассажиры, 78 человек, погибли. Расследование выдвигает несколько версий, основная из них — теракт. Но во время исследования обломков лайнера на обшивке обнаружены следы шрапнели. Самолет был сбит с земли. Через какое-то время Украина делает заявление. Драматическая случайность и ошибка военных привела к трагедии. Страна готова выплатить компенсации российской авиакомпании и семьям жертв катастрофы. Правда открылась, но легче от этого не стало. Все больше экспертов начинает задумываться на тему безопасности использования и правильной эксплуатации боевых противоракетных комплексов и систем ПВО на территории бывшего Советского Союза. Одно из главных событий года в экономике. С начала 2001-го в России вводится единый подоходный налог для физических лиц – 13%. Налог считается одним из самых низких в Европе. Власти заявляют, что теперь платить зарплату по белому выгодно. Рекламная кампания по телевидению убеждают: заплати налоги и живи спокойно. Выражение 90-х «черный нал» начинает постепенно исчезать из словесного оборота граждан. Президент России Владимир Путин начинает формировать свою команду. Постепенно ключевые должности самых высоких руководителей страны начинают занимать люди из Петербурга. Александр Николаевич Радищев в свое время написал замечательный роман «Путешествие из Петербурга в Москву». В 2001 году это произведение особо актуально, особенно для обитателей коридоров власти. Министр обороны Сергей Иванов, руководитель компании «Газпром» Алексей Миллер, спикер Совета Федерации Сергей Миронов, глава МВД Борис Грызлов – все выходцы из Санкт-Петербурга. Ротация и замена кадров москвичей на питерцев продолжается, а северная столица получает статус главного города страны. Новые люди, новые порядки. Или, как говорят в России, новая метла по-новому метет. Медиахолдинги и газеты России в массовом режиме меняют своих собственников. Журналисты заявляют, что государство и правительство хотят контролировать то, что смотрят, слушают и читают российские граждане. Власти, наоборот, говорят о том, что речь об ограничении свободы слова не идет. НТВ лихорадит. Контрольный пакет телерадиокомпаний переходит к государственной компании «Газпром». Журналисты массово уходят с канала. Прессинг на бывшего владельца медиа, олигарха Владимира Гусинского, вынуждает его покинуть страну. Ситуация накаляется поддержкой бывшего хозяина НТВ журналистами канала и политиками. Партия «Яблоко» даже проводит митинг в поддержку нового российского телевидения, но и власти не дают задний ход. В конце концов, средства массовой информации обретают новых кураторов, в том числе и НТВ. Друзья, не забывайте ставить пальцы вверх, подписываться на канал и напишите любой комментарий. Это очень поможет развитию канала. Слово «допинг» в 2001 году стало несчастливым и нарицательным для спортсменов нашей сборной. И первая атака на российских атлетов была запущена не после зимней Сочинской Олимпиады, как считают многие, а именно в этот год.
Начиналось все очень даже многообещающе. Новый президент Национального олимпийского комитета врач Жак Рогге объявил войну нечестному спорту, то есть допингу. В Международном олимпийском комитете создают антидопинговый трибунал. Представители небогатых стран робко вопрошают, не для борьбы ли с конкурентами США в мире спорта создан этот орган, а технологичные страны только усмехаются в ответ. Всем известно, что в спорте высших достижений успешно разрешают принимать лекарства спортсменам, астматикам и другим не очень здоровым атлетам. Удивительно? Ничуть. Фармакологические компании давно успешно работают на ведущих чемпионов. Эти суперпрепараты в анализах очень трудно найти, но только не у российских спортсменов. Удар по ним нанесен в ноябре. В пробах россиянок, лучших гимнасток мира Ирины Чащиной и Алины Кабаевой находят запрещенный препарат фуросемид. Дисквалификация спортсменок на 2 года и лишение всех наград. Невеселый итог истории на радость конкуренток из других стран. В мировом кинопространстве года, как всегда, много прекрасных фильмов. На первых местах заслуженно «Гарри Поттер» и «Властелин колец». Но даже эти шедевры не затмили славу большого зеленого огра, страшного, но милого внутри. Шрек начинает свое триумфальное восхождение, свой яркий путь к людским сердцам. История зеленого великана нравится всем, и детям, и взрослым. Юмор, остроумные и обаятельные персонажи, осел и принцесса, Фиона, а также хитросплетение сюжета постепенно выводит ленту в лидеры проката, утверждая новый кинематографический жанр – анимационный фильм для всей семьи. Среди телевизионных сериалов снова впереди планеты всей мультипликационные творения. В топе популярных ежедневных историй «Симпсоны», которые бьют все возможные рейтинги на канале РЕН-ТВ. Чем-то очень похожий на Шрека, глава семьи по имени Гомер работает инструктором по безопасности на атомной электростанции. Неодаренный интеллектом толстячок любит поесть, попить пивко и совершать нелепые и странные поступки. Вся остальная семья под стать Гомеру. Они сами создают трудности и с приключениями их преодолевают. Сериал «Симпсоны» — лидер по популярности в 2001 году. Из российских новинок года хотим отметить режиссерский дебют Сергея Бодрова-младшего, киноленту «Сестры», в которой на примере истории 2 сестер мастерски показаны нравы и жизнь 90-х, время безвластия, беспредела и коррупции. В этом бесконечном порочном море трогательно смотрится история старшей сестры, которая спасает младшую, демонстрируя свои лучшие человеческие качества. В 2001 году страна по-настоящему узнает, что такое суши и роллы. За год в Москве и в других крупных российских городах открываются японские рестораны и суши-бары в эконом-вариантах. Дорогих деликатесов, как до дефолта, в ассортименте нет, но зато все остальное дешево и сердито. В составе разнообразных суши и роллов доступные ингредиенты – рис, огурцы, крабовое мясо. Из экзотики соевый соус, имбирь и васаби. Соотечественники быстро распробовали и открыли для себя суши-рестораны, а главный хит года стал ролл «Калифорния». Второй культурный тренд года – мода на танцы. Не на простые, а тематические. Как вам, к примеру, вечер балета или латино-пати? Советские дискотеки, за редким исключением, предлагали молодежи 2 типа танцев – быстрый и медленный. В 2001 году все изменилось. В моде фламенко, рок-н-ролл, танго и сальса. Повсюду открываются тематические танцевальные клубы, как говорится, танцуют все. Русский писатель, один из главных диссидентов времен Холодной войны, Александр Солженицын, выпускает первый том «Исследование 200 лет вместе». Книга посвящена вечному еврейскому вопросу и затрагивает историю взаимоотношений евреев и российской власти царских времен. Тираж произведения внушительный, книгу выпускают разные издания, отклики и рецензии на нее противоречивые. Солженицына подвергают резкой критике. Вот уж действительно острый и неразрешенный вопрос, которому в действительности намного больше, чем 200 лет.
2001 год оставил в наших сердцах и печальный след. В этом году из жизни ушли яркие и талантливые люди. Смелый телеведущий, основатель известных игр «Что, где, когда» и Brain Ring Владимир Ворошилов. Замечательный музыкант, любивший всей душой народную песню, создатель передачи «Играй, гармонь, любимая» Геннадий Заволокин, главный вдохновитель и организатор всех детских передач на общественном российском телевидении «Марафон 15», «Звездный час», «Зов джунглей» и многих других, телеведущий и продюсер Сергей Супонев. 5 октября 2001 года дата выпуска одной из самых известных и популярных продуктов компании Microsoft – операционной системы Windows XP. Производительность, удобство, неприхотливость системы стали для многих пользователей Windows XP незаменимыми помощниками в работе и в творчестве на долгие годы. Позднее многим с трудом давался переход на Windows 7, а кто-то и до сих пор работает на XP. На песенном и музыкальном Олимпе зажигается новая звездочка. Это молодая певица из Санта-Барбары Кэти Перри. Одноименный сериал в начале 90-х был очень популярен в нашей стране, и, без сомнения, счастливое название «Малой Родины», по мнению астрологов, помогло начинающей певице получить мировое признание. А если серьезно, то главными факторами успеха Кэти Перри — это ее талант, харизма, трудолюбие и, конечно, удача, без которой в шоу-бизнесе просто никуда. Теперь расскажем немного о новинках игровой индустрии 2001 года, достойных нашего внимания. Первый из них — симулятор гонок 4x4 Evolution, который дебютировал на платформе Sony. Хотите погонять на внедорожниках? Тогда эта игра точно для вас. Сложные трассы и выбор автомобиля на любой самый привередливый вкус. Стратегия Europe Universalis, или в российском переводе «Европа», не была настолько популярна, как, к примеру, «Эпоха империй». Но многих почитателей все же смогла объединить вокруг себя. Игроков привлекали прежде всего возможность почувствовать себя полным властителем выбранной реальной страны из исторического прошлого, варианты экономического развития своего государства и историческая достоверность эпического повествования. Еще одна стратегия «Казаки. Последний довод королей» была настоящей отдушиной для любителей масштабных баталий. Практически все войны 17 и 18 века были представлены в этой версии, которую до сих пор тепло вспоминает поколение 90-х. Half-Life Blue Shift. В 2001 году вышло обновление легендарной игры. Теперь геймеры могли играть за охранника Черной Мезы. Обновленный пакет улучшенной графики, новые варианты оружия и увлекательные миссии. Что еще нужно настоящим ценителям любимого шутера, чтобы насладиться любимой игрой в новом формате? Подведем итоги года, друзья. Первый год нового тысячелетия выдался богатым на события. Трагедии и горе перекликались с радостями, скандалы и разочарования с победами и открытиями. 2001 год задал вектор перемен. Плохих или хороших увидим в будущем. И обязательно расскажем о них вам, друзья, в новых обзорах на нашем канале. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. И до скорых встреч, друзья!